Здравствуйте, меня зовут Зеленов Андрей, мне 34 года, я живу в Москве. У меня компрессионный перелом позвоночника TH12, это нижний грудной, стоит пластина, не работают нижние конечности, я сижу в коляске и передвигаюсь. Компания Crazy Travel – это компания экстремального туризма для людей, которые хотят проявить себя и реализовать себя в различных опасных точках мира. Достаточно, чтобы в чем-либо быть уверенным и разбираться. Я путешествовал на снегоходах, на квадроциклах по Мурманску. Делал другие выезды по другим регионам и прочее. Для меня это просто смысл жизни. До сих пор и остается. И я думаю, что будет оставаться еще долго, очень много времени. И знаете, как бывает, что, как правило, в той среде, в которой ты варишься, в той среде ты развиваешься и находишь положительные контакты. Хочешь ты этого или не хочешь, они как бы сами к тебе цепляются. И я в тот период познакомился с Андреем Патраковым. Это мой коллега, сооснователь компании Crazy Travel. И он предложил идею, почему бы не сделать такую компанию? И мы начали работу. Мы создавали сайт, мы создавали бренд, мы совершали общие ошибки, их было больше, чем побед. Но вначале, как правило, так и бывает, что ты делаешь много-много всего тупого, а потом вроде как выходишь на какой-то уровень. Андрей своеобразный человек, какой-то генератор идей. Особенно идеи ему часто приходят ночью. Вот это очень забавно. И мы с Андрюхой генерируем концепцию, то есть смыслы. А мой функционал в том, чтобы эти смыслы реализовывать на практике уже. Я первая линия. Это человек, который встречает непосредственно на сайте. То есть я провожу первые устные консультации, брифинги, рассказываю о компании, как работаем, делаю первичный отсев, например, по состоянию здоровья, кстати, о нем подробнее дальше. Вот. И, как сказать, продаю эмоции. А по физическому отсеву мы не работаем с теми, у кого, например, есть какие-то критичные патологии, например, сердце, потому что в горы нельзя сердечникам, психологические проблемы. Вот. Конечно, их сложно отсеять, но в беседе иногда попадаются. Также я отвечаю на первые страхи, с которыми человек сталкивается. Работаю как психолог в каком-то смысле. Компания Crazy Travel не существует исключительно для маломобильных граждан. Маломобильные граждане присутствуют у нас в предложении лишь как то, что мы считаем нужным делать. На самом деле мы могли бы спокойно без этого обойтись. Просто мы считаем, что политика компании нацелена на работу со всеми. Кто желает, опять же, как и мы, проявлять себя в том, что мы любим, непосредственно путешествия. И мы считаем, что несправедливо лишать возможностей людей с различными физическими ограничениями. Мы берем общий тур и адаптируем его под маломобильных граждан. Давайте, наверное, за пример возьмем просто маломобильных граждан в колясках, потому что с ними, наверное, сложнее всего работать, например, в горах. Мы включаем их непосредственно в тур. Их тур заканчивается раньше, потому что в данный момент не работаем непосредственно с восхождением на пик, а идем до определенного уровня, но создаем для них некий ивент. Приключение, которое надолго запоминается. С нашим сопровождением. Это для маломобильных граждан очень интересно. Самое интересное, что это интересно и для участников, которые в обычной жизни с людьми с инвалидностью не сталкиваются вообще. Мне нравится непосредственно сторона стремления. Какое-то направление, очень сложно это в словах описать, потому что это эмоция. Когда ты что-то делаешь, ты вдохновлен. И многие творцы, люди, которые пишут стихи или работают с чем-то, что они создают с нуля, они чувствуют это стремление. То же самое с компанией Crazy Travel. Мы, совершаем ошибки, мы же не можем заглядывать в будущее, но именно стремление, восхождение в нашем личном деле, увеличение нашего опыта – это тот кайф, который я получаю, и хочу, чтобы наши клиенты были вместе с нами.
Мы остановились возле памятника природы. Это как раз период до того момента, когда на Земле даже не было микробов. Рифейский период. То есть можно посмотреть, остановиться и увидеть то чудо природы, когда даже самого понятия не существовало в принципе. Мы сотрудничаем с Андреем вообще в абсолютно разных планах. Наши ребята-дизайнеры делали для его проекта Crazy Travel сайт. Дизайнеры у нас были ребята с глухотой, и получилась тоже такая интересная коллаборация, когда разные люди объединяются, делают что-то вместе крутое. Еще нам очень импонирует Андрей, потому что он готов открыто говорить об инклюзии, открыто обсуждать какие-то темы. И это очень важно, потому что нельзя говорить, да, о доступности, нельзя говорить вот об этом инклюзивном пространстве, если не вести прямой диалог с людьми с инвалидностью в том числе. Поэтому мы с удовольствием привлекаем Андрея на наши разные мероприятия, которые проходят и с бизнесом, и открытые мероприятия, где мы просто говорим об инклюзии и чего бы нам хотелось видеть, да, в ней сейчас, там, через 10 лет, через 20. И поэтому с Андреем мы сотрудничаем в таких вот разных планах. Вообще, если говорить о туризме маломобильных граждан в целом по стране, то без поддержки государства в этой сфере, на самом деле очень многие, кто этим занимаются, об этом заявляют. Нельзя будет сделать доступный туризм. Почему? Потому что это экономически невыгодно для крупных компаний, для средних компаний и малого бизнеса, тем более, работать с маломобильными гражданами вообще. Целевая аудитория очень маленькая, а в экстремальном туризме она просто мизерная. И вот сейчас, чтобы не идти по пути десятилетий, мы пойдем по пути поиска инвесторов. Потому что своих денег у нас, к сожалению, нет. Но вот сейчас я на стадии инвестиций в Crazy Travel, в том числе и временных. Я зарабатываю не столько, сколько хотел бы зарабатывать. Но зарабатывать больше мне уже предлагали. Я остаюсь в Crazy Travel. Потому что я верю в эту компанию и верю в результат труда, который вот, совместно с нашими инвесторами мы вкладываем. Я планирую экспедицию на Байкал. Задача сделать круговой Байкал. Я планирую свое восхождение на Эльбрус. Между прочим, я на Эльбрусе на самой вершине еще не был. Я был на высоте 5100. Только после того, как я там побываю, компания начнет продавать туры непосредственно уже на восхождение. Также мечта поехать в тур собственный в Антарктику. Вот. И, кстати, это одно из направлений Антарктика для компании Crazy Travel. Мы точно так же будем в дальнейшем адаптировать путешествия для маломобильных граждан. Все всегда происходит вовремя. Важно не упускать шанс. Даже если вам кажется, что вот сейчас вы тупите, да, что-то не делаете, ваша жизнь в некой стагнации находится, но вы все равно продолжаете закапывать семечки, они вырастут рано или поздно. И причем вы потом назовете это везением. На самом деле нет, это не везение, это ваш труд, который отразился вот спустя некоторое время. И, кстати, наверное, важный момент – это целеустремленность. Это не сдаваться и пробовать раз за разом. Я сейчас не помню название, но очень классный пример. Это бестселлер мирового масштаба. В общем-то, автор этой книги, он подавал книгу различным издательствам 130 раз. И на 130-й раз эта книга выстрелила и стала мировым бестселлером. Вот пример, собственно, успеха, по которому я иду. Я не талантлив. Может быть, я рисую хорошо, но я уперт. Мы сейчас находимся на Кас-Кас-Нюнчор на высоте 1100 метров. Знаете, можно сказать много фраз о том, что я первый, кто сюда достиг в коляске. Но ведь проект-то не об этом. Не о том, что кто-то был первым, вторым или третьим. А о том, чтобы такая возможность, как ворота, открылась перед всеми, кто захочет повторить этот путь. Этот путь возможен. Этот путь непрост, но он проходим, он пройден. А также у людей должна быть мечта. Мечта побывать на севере, опять же, в этом месте. И теперь я хочу, чтобы эта мечта поселилась в сердцах других людей. Чтобы они сделали близкое, похожее, но свое. Чтобы люди почувствовали, что это двигаться, идти к своей цели, сквозь трудности, метели,
непонимание, двигаться, достигать и приходить. Ребята, я прощаюсь с вами и продолжаю двигаться дальше. Пока.